Привет! Привет. Мы сейчас на очередном хаус-ситинге, и он опять в Массачусетсе. На этот раз нам доверили собаку и роскошного рыжего кота в городе под названием Фремингхэм. Это недалеко от Бостона. И раз хаус-ситинг у нас с собакой, значит, мы будем много с ней гулять. Расскажем, чем интересен город Фремингхэм. Или это уже не город, а пригород Бостона. Город. Хорошо. Город. Да, похож на отдаленный район Бостона. Почему в небольшом городе есть 34 разные церкви? И зачем родители школьников переезжают сюда жить? Почему пить пиво лучше прямо на пивоварне? Там можно прямо, наверное, из большой бочки пить пиво. Пройдемся по трейлам над старинным акведуком и по тропинкам национальных парков. Вообще, какие хаус-ситинги мы обычно выбираем? Мы хотим, чтобы были животные. Кошки, собаки, мы, в принципе, готовы к другим животным, только не очень экзотичным. Чтобы это был отдельный дом, стоящий не в городе, а и далеко от оживленных улиц. Чтобы дом был участок, и недалеко от дома были парки и трейлы для прогулок. Для нас это важно. Еще надо, чтобы недалеко был небольшой городок истории с достопримечательностями. Да, потому что чтобы было где они снимать свои интересные видео. Нашли ли мы это во Фремингхэме? Об этом и будет наше видео. Начнем знакомиться с городом с места, где мы сейчас живем. Это 5 минут на машине от центра Фремингхэма. Район выглядит так. В этом поселке люди живут в одноэтажных домах. И такие дома кажутся небольшими, простыми снаружи, но это впечатление обманчиво. Внутри они очень современные, с отличным ремонтом, с несколькими спальнями, кабинетом, большой гостиной, несколькими санузлами и хозяйственными помещениями. В общем, все необходимое для жизни. А в нашем доме есть даже сауна. Несмотря на то, что обычно вокруг американских домов отсутствуют заборы, здесь они частично есть. Чтобы с одной стороны домашние животные не выскочили случайно на дорогу, и с другой стороны это защищает их от диких зверей. Там написано, что если идешь мимо, достань трит и дай своей собаке. Собака. Смотрите, вот на газоне у дома установлен баннер. Хозяин дома выступает в поддержку Израиля. Люди здесь часто так выражают свое мнение, в том числе и размещая у себя на участке плакаты в соответствии с их взглядами. Это могут быть флаги Украины, постеры о равенстве и любви. Вот в этом поселке жители активно выступают против изменения зонирования их района. Район Нобскот красивый, здесь большие лесопарки, озера и природные заповедники. По мнению жителей, если зонирование изменят, это ухудшит качество их жизни, потому что увеличит плотность населения, а они хотят сохранить свой сельский тип поселения и не допустить строительства района с многоквартирными домами. Вообще зонирование земли в США – это процесс разделения земельных участков на различные категории, в соответствии с тем, как их можно использовать и что разрешено там строить. Например, регулируются и типы строений, и их высота, и плотность застройки. Надеюсь, жителям удастся оставить свой красивый район. Недалеко от нас проходит несколько линий старинного акведука – Уэстон-акведук, построенного еще в начале прошлого века. По нему питьевая вода из Фремингхэмского водохранилища подается в Уэстон, откуда по большим трубам направляется в Бостон и многочисленные комьюнити рядом с ним. А вот сверху над трубой по лесной просеке идут трейлы для прогулок. Видно, что город, как и весь штат, вкладывает много сил, чтобы у жителей было где отдохнуть на свежем воздухе рядом с домом. 6 больших парков и лесов в распоряжении жителей Фремингхэма. Это леса ухоженные, у входа всегда висит карта маршрутов, а тропинки промаркированы. Люди не оставляют в лесу мусор и за собаками убирают хозяева. Жители города с огромным удовольствием гуляют по своим лесам, бегают по тропинкам, катаются на велосипедах, то есть заметно, что все бережно относятся к своей природе. Сейчас декабрь, деревья стоят без листьев. Я представляю, какие красивые здесь пейзажи весной и летом.
Но давайте уже посмотрим сам город. Фремингем – город по американским меркам старый. Его впервые упоминают в документах в 1700 году, и в то время здесь жили всего 76 семей. Он в 40 километрах от центра Бостона, но с одной стороны вроде не близко, но здесь живут люди, которые там работают или учатся, и он считается пригородом Бостона, Метро-Вест. Еще в прошлый раз в Массачусетсе мы отметили его религиозное разнообразие, и здесь, во Фремингеме, тоже немало церквей различных конфессий. Это протестантские, католические, унитарианские церкви и многие другие. Google найдет вам более 30 зданий здесь, предназначенных для различных богослужений. Чтобы понять, почему так, надо вспомнить, что Массачусетс был одной из первых английских колоний в Северной Америке. Люди часто приезжали целыми общинами, и это были религиозные общины, которые могли здесь жить своим укладом и по своим правилам. Особенно в ранний период истории колонизации в этот штат ехали англичане-протестанты, искавшие свободу вероисповедания, и другие верующие. Они основали церкви и общины во Фремингеме, а в последующие столетия иммигранты из разных стран приносили с собой свои религиозные традиции. За мной монастырь святого великомученика Димитрия. Не очень похож на привычные нам монастыри, но тем не менее. Кстати, у Фремингема есть город-побратим в России. Это город Ломоносов под Санкт-Петербургом. Конечно, в Америке сложно найти здания старше 350 лет, но и те, что были построены в последние 2 века, они обладают своей уникальной прелестью, их возводили с большим вниманием к деталям и с душой. Фремингем показался нам достаточно оживленным. Жить здесь дорого, здесь высокие налоги, из местных же налогов оплачивается полиция и школы. Поэтому в городе, как и в целом штате, хорошее образование для детей. Хозяева дома, в котором мы живем, рассказали, что жили раньше во Флориде, пока не наступил момент отправлять детей в школу, и тогда они переехали сюда, за хорошими школами. Вот это симпатичное здание, это отделение полиции. Кстати, уровень преступности здесь очень низкий. Может, потому что полицейские лучше работают в таком красивом здании. Город знаменит научными исследованиями в области здравоохранения. Вот одно из самых важных, Framingham Heart Study, длится уже почти 80 лет. Оно изучает факторы, которые влияют на здоровье сердца и сосудов. Вот это школа искусств при Фремингемском государственном университете и художественный музей. А это исторический музей в старом центре города. Вообще, конечно, то, что в городе с населением всего 70 тысяч человек есть несколько стадионов, 3 десятка церквей и часовен, качественные школы, их около 30, причем половина из них частные. И собственный университет есть на 4 тысячи студентов, медицинские центры. Это говорит о том, что в городе есть деньги на развитие и на общественную среду. И это подтверждается тем, что стоимость жизни здесь на 38% выше средней по стране. А еще нас удивил здесь железнодорожный переезд в самом центре города через 4-полосную дорогу с интенсивным движением, со шлагбаумами. Город собирается расти и дальше, значит, они должны построить мост. В центральном сквере на страницах гранитной книги рассказывается история города, начиная от индейского племени Нипмун, жившего на этих территориях, семьи первых колонистов в 1647 году, а потом беженцев из города Салем во времена охоты на ведьм, открытия железной дороги в 1834 году и многом другом. А мне очень понравилась последняя страница этой книги, пустая, говорящая о том, что история города продолжает писаться. Одной из основных достопримечательностей на карте Google был указан бар при местной пивоваренной компании. Нам стало очень интересно, и мы туда заглянули. Преимущество таких баров – можно попросить рассказать про местные сорта бармена и даже попробовать то, что заинтересовало. Вообще в Америке сейчас процветает культ крафтового пива, и подавляющее большинство американцев имеют свои любимые сорта. Я нашел для себя в этом баре очень интересную двойную ипу. Соседи за барной стойкой с большим удовольствием расскажут новичку в городе о своих предпочтениях, лучших местных сортах и вообще о питейных заведениях в округе.
Кстати, данная пивоварня была основана в 2016 году, то есть совсем недавно, двумя братьями, которые мечтали о создании своей собственной пивоварни и стремились к качеству и инновациям. И в этом городе оказалась в итоге далеко не одна хорошая пивоварня. Вернемся к нашему хаус-ситингу. Знакомьтесь, это хозяин дома, кот. У него дружелюбный характер и чувство собственного достоинства. С ним все просто. Его надо кормить, гладить, впускать в дом, выпускать на улицу 20 раз в день или больше. Это добрая бордер-колли, ей чуть больше года, очень активная. Ее надо кормить 2 раза в день и гулять с ней. У нее, как у всех собак, здесь есть электронный ошейник, так что можно выпускать на улице на выхлоп. Хозяйка, кстати, не кормит собаку покупной едой, потому что у собаки аллергия на курицу, которая входит почти во все корма для животных. Хозяйка заготовила в морозильнике индивидуальные пакетики с приготовленным ею мясным рагу на каждый день. Ну что, похоже, пора подвести итоги. И можно признать, что это было очень выигрышное сочетание. С одной стороны, у нас в 30 минутах езды один из крупнейших городов Америки, причем стоящий на берегу океана, со всеми вытекающими преимуществами большого города. А с другой стороны, мы живем на природе, в частном секторе, с чистым воздухом, в тишине и наслаждаемся деревенской идиллией. При этом здесь есть и своя комфортная городская среда в центре Фремингхейма. Конечно, люди платят за эти удобства своими налогами, но ничто не появляется из ничего. Да, так что наш хаус-ситинг оказался удачным и красивым путешествием. Мы узнали новые места, отдохнули на природе и не прерывали работу. Тут очень комфортная работа. Да, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А мы поедем дальше готовить для вас следующее очередное интересное видео.